Приветствую! Сегодня у нас 14 февраля, и у меня для вас есть анализ последних важных новостей, которые происходят сейчас в мире. Трамп доигрался. Китай ввел ответные пошлины на американские товары от сжиженного природного газа и угля до оборудования для сельского хозяйства. Это реакция на новый 10% тариф, введенный Трампом в рамках его жесткой торговой политики. Почему это, друзья, так важно? Я вам скажу, что это не просто какие-то разногласия на бумаге, это реальная эскалация крупнейшего торгового конфликта современности. Чтобы вы понимали всю критичность ситуации, я вам сегодня детально объясню. Но сначала хочу вам сказать спасибо за то, что награждаете меня лайками, подписками, так как я стараюсь донести вам интересные и важные новости в доступном и понятном формате. Итак, чем же грозит начало крупнейшей торговой войны в мире? Во-первых, это как минимум обострение отношений Китая и США, которое все дальше и дальше от экономического компромисса. Во-вторых, это рост цен. Бизнесу и обычным потребителям придется платить, соответственно, больше за импорт как в США, так и в Китае. Но еще хуже дела будут, если начнется эффект домино, то есть напряженность затронет и другие страны, ведь мировые рынки взаимосвязаны. И самая большая здесь катастрофа, конечно же, будет, когда возрастут риски военного конфликта между двумя сверхдержавами. Пока это экономическая война, но в геополитике может все действительно быстро измениться. Но, друзья, это еще, конечно же, не все. Трамп не отступает, он вводит новые пошлины на сталь, на алюминий, и это также касается и пошлин на украинские товары. Невероятно. Торговая война начинает набирать просто огромных масштабов во всем мире. Это означает, что давление на мировые рынки будет только возрастать. Чтобы вы понимали, что это означает для мировой экономики, эта металлургия США, конечно же, начнет ликовать, но другие ее отрасли, от автомобилестроения до строительства, могут пострадать, причем очень серьезно. Для Европы и Азии это сигнал о возможном расширении торговых войн, и им к этому необходимо готовиться. В свою очередь, инвесторы уже начали нервничать, а рынки уже начали на это все реагировать, на новости падением котировок. И здесь возникает вопрос, а как же это скажется на нас с вами? Друзья, это не просто какие-то разборки между двумя большими государствами, это мировая экономика в режиме турбулентности начинается. И чем дальше зайдет этот конфликт между США и Китаем, тем сильнее он коснется каждого из нас, от цен в магазинах до того же курса валют. Пока мир сейчас следит за глобальными экономическими баталиями, Пекин не медлит и продолжает свои ответы на тарифное наступление Вашингтона. Китай объявил на днях о введении ответных пошлин на американские товары, в том числе, внимание, 15% налог на импорт угля и сжиженного природного газа из США и 10% тариф на сельхозтехнику и сырую нефть. Но знаете, что меня больше всего поразило в этом во всем? Был такой интересный момент, эти заявления от Китая прозвучали буквально через пару минут после вступления в силу 10% пошлин Трампа на китайские товары. Это стало очевидным свидетельством того, насколько быстро обостряется торговый этот конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира. И здесь официально Пекина состоит в том, что торговая и тарифная война не имеют победителей. Ну, я думаю, они правы. Они лишь вредят интересам народов обеих стран, заявил председатель Министерства иностранных дел Китая. Но больше никаких комментариев не последовало со стороны Китая. Таким образом, мы видим, что Министерство торговли Китая оставило за собой вот это право для маневра. Знаете, примечательно, что еще? Что Канада и Мексика смогли почему-то договориться с США об отсрочке вот этих 25% тарифов на их товары. Но Китай не добился подобного соглашения. Знаете почему? Да потому что просто переговоры на высшем уровне так и не состоялись. И намеченный телефонный разговор между Трампом и Си Цзиньпинем, который мог бы разрядить данную ситуацию, был внезапно отменен без объяснения причин. Это, конечно же, порождает здесь у нас с вами массу вопросов. Кто отказался от разговоров, Дональд Трамп или Си Цзиньпинь? А может быть, между ними есть скрытые закулисные переговоры, и такое бывает среди крупных политиков? Или Китай, например, готовит еще жестче ответ для США? На сегодняшний день я вижу, что Китай действительно сдержанно ведет себя, давая понять, что пока не стремится к эскалации этого конфликта.
Вместо того, чтобы сразу ударить по США, Пекин ограничивается энергетическими товарами. Но самый жесткий вариант зеркальных ответных мер, как был в предыдущей торговой войне, пока еще не применен. Поэтому, друзья, это только начало, мы будем за этим наблюдать. Если США продолжат двигаться в данном направлении, Китай, конечно же, может перейти к более агрессивной своей стратегии, что способно ударить по рынкам и ценам по всему миру, а не только по США. Еще какой-то месяц назад кто же мог из нас подумать о таком противостоянии между США и Китаем? Но сегодня оно выходит совершенно на новый уровень. В ответ на жесткие торговые меры администрации Трампа Пекин наносит ответный удар. Он не такой сильный, но все же удар, используя сразу несколько инструментов экономического давления. Я взял, не поленился и поднял цифры, и хочу вам, конечно же, их рассказать, в каких масштабах и в чем разница. Итак, 14 миллиардов долларов, внимание, 14 миллиардов, запомнили цифру? Это объем американских товаров, которые попали под китайские тарифы. А цифра 525 миллиардов – это стоимость китайского экспорта, который затронут тарифами США, 14 и 525. Чувствуете разницу? Видите, что экономическое давление со стороны Вашингтона почти в 50 раз превышает меры Пекина. В 50 раз! Но это не значит, что ответ Китая будет слабым в дальнейшем. Пекин пока не ограничивается только тарифами. На прошлой неделе, я напомню, он развернул целый комплекс шагов, которые направлены именно на усложнение жизни американским компаниям. Например, был ограничен экспорт стратегических материалов, то есть это материалы, которые наиболее жизненно важны для производства высокотехнологических устройств в США. Еще одно ограничение – это антимонопольное расследование против Google. Это попытка нанести удар по одному из крупнейших IT в США. Внесение в черный список также американских корпораций, есть такое у них тоже ограничение. И, конечно же, Китай подал формальную, будем называть так, формальную жалобу во Всемирную торговую организацию. То есть это такая дипломатическая попытка оспорить действия США на международном уровне. Однако, друзья, давайте смотреть правде в глаза. Некоторые из этих шагов Пекина носят просто символический характер, чем какой-то реальный и угрозу для США. Например, что я имею в виду? Это компания Google. Она и без того заблокирована в Китае, а значит что? Правильно, расследование против него вряд ли окажет серьезные проблемы на его бизнес. Но давайте заглянем, что было ранее в этом месяце. Трамп не только ввел свои тарифы, но и обвинил Китай в содействии распространению фентанила. Также Дональд Трамп отменил правило, которое позволяло раньше недорогим китайским посылкам, товарам ввозиться в США без каких-либо пошлин. Официальная причина – это та же угроза, что эта лазейка может использоваться именно для контрабанды наркотиков. Но текущая ситуация, как вы понимаете, это еще не конец войны, я бы назвал, наоборот, это начало только. Потому что две стороны готовятся к новым эскалациям, и теперь вопрос лишь в том, кто выдержит это противостояние дольше – экономика США или экономика Китая. И тут происходит невероятное, друзья. В пятницу Дональд Трамп неожиданно отменяет собственное решение и временно восстанавливает вот эту торговую лазейку для китайских товаров на небольшие суммы, объяснив это тем, что в США просто-напросто нет инфраструктуры для сбора пошлин с мелких посылок. Просто невероятно. Сначала вводит ограничения, а через пару дней просто так отменяет свои же решения. Что же это значит? Это означает, что миллионы заказов с популярных китайских онлайн-платформ, например, той же Shein или Temu, смогут по-прежнему поступать в США без дополнительных налогов. На самом деле это очень серьезная уступка, потому что если учитывать то, что именно дешевый китайский импорт стал одной из главных целей торговой войны Трампа, то получается, что Трамп противоречит сам себе. Все вы знаете, что Трамп сейчас использует тарифы как оружие против Китая. Еще во время своего первого президентства, я напомню, в 2018 году он развязал полномасштабную войну, обвинив Пекин в нечестных экономических методах и манипуляции с валютой. Тогда результатом между ними стало подписание так называемой сделки первой фазы в 2020 году. Китай обязался закупить дополнительные 200 миллиардов долларов американских товаров за 2 года. Однако, друзья, я вам скажу, что Пекин выполнил это свое обязательство всего лишь на 60%. Так почему же Китай так кинул США, вы меня спросите, и не выполнил условия на вот эту сделку 200 миллиардов долларов?
А на это есть минимум 3 причины. Первая причина – это пандемия COVID-19, как вы знаете, которая серьезно ударила по всей мировой экономике. Резко упал спрос на американскую продукцию, соответственно, внутри самого Китая. И третье – это Китай поставил цель снизить зависимость от США в стратегических отраслях. И здесь внимание, несмотря на все эти торговые баталии, которые сейчас происходят, мы видим, именно электорат Трампа может пострадать больше всех от нового ответа Китая. Это то, о чем я говорил несколько видео назад. Потому что 2/3 рабочих мест, которые окажутся под ударом из-за китайских тарифов, находятся в республиканских округах в таких штатах, как Индиана, Мичиган и Техас. Друзья, если вспомнить Первую торговую войну, то ущерб был более-менее равномерно тогда распределен между всеми штатами, которые голосовали за республиканцев и демократов. Но теперь, как мы видим, Китай поумнел и, похоже, целенаправленно бьет по экономическим опорам Трампа. Соответственно, производители сельхозтехники и фермеры могут потерять просто миллиарды из-за снижения китайского импорта. А рабочие на заводах, соответственно, столкнутся с сокращением спроса на продукцию, если экспорт в Китай продолжит падать. И эта торговая война не просто война экономик, а теперь это удар еще по политической основе самого Трампа, как вы видите. Потому что, как я сказал, на этот раз Пекин уже поумнел, он встречает новую волну торгового противостояния с гораздо большей подготовленностью, у него теперь целый арсенал инструментов давления, и главная его сила – это контроль над ключевыми глобальными цепочками поставок. Давайте посмотрим, какие у Китая есть в рукаве козыри. Это прежде всего редкоземельные металлы. Они критически важны для производства электроники и оборонной промышленности США. Также и производственные мощности. Не забывайте, что Китай остается мировым центром сборки множества товаров, включая от тех же айфонов и до электромобилей. И у Китая просто огромнейший рынок, и многие американские корпорации, включая те же Apple, Tesla или, например, огромный Boeing, сильно зависят именно от китайских потребителей. Но несмотря на то, что я описал эти все козыри Китая, ситуация, друзья, не так однозначна, потому что сегодня экономика Китая, я вам напомню, испытывает серьезные трудности. У них экономический рост замедляется, после пандемии и жестких карантинных мер восстановление идет медленнее, чем они себе ожидали. Также у них большой кризис на рынке недвижимости. Крупные застройщики столкнулись с коллапсом, а это очень сильно бьет на самом деле по общей финансовой системе всей страны. И также я напомню вам, что Китай зависит еще сильно от экспорта, потому что китайские товары все еще играют ключевую роль в мировой торговле. Но тарифные войны, соответственно, угрожают этой экспортной статье Китая. Вы меня спросите, почему Китай сейчас не действует по полной в отношении США и несмотря на мощные свои экономические рычаги? Я вам объясню, потому что Пекин просто не может себе позволить такую полномасштабную конфронтацию. Как я сказал, ситуация в китайской экономике сейчас действительно сложная, и вы должны понимать, что в плане экспорта Китай все еще больше зависит от США, чем США от Китая. Понятно? Если США продолжит повышать свои пошлины и вводить новые ограничения, что? Китай потеряет один из своих крупнейших рынков США. И это, как вы понимаете, может еще сильнее углубить то замедление экономики, особенно в тех секторах, которые уже находятся в зоне риска. Понятно? Поэтому, друзья, обычно в войнах всегда стараются говорить о том, кто проиграет. А я вам скажу, наоборот, Китаю есть что на данный момент выигрывать от переговоров с США, поскольку Пекин не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта. На этом у меня все. Я буду ждать от вас комментарии и ваши мнения, как вы считаете, кто выйдет победителем в этой схватке. Возможно ли компромисс или нас ждет полнейшая торговая война и конфликт перерастет в дальнейшем в новый глобальный экономический кризис, который мы обязательно почувствуем на своем кошельке. Если вам было интересно, поддержите наш канал, подписывайтесь, поддержите лайком, так YouTube будет рекомендовать видео большему числу зрителей. До скорой встречи и пусть у вас будут только хорошие новости.